Всем здравствуйте, с вами Татьяна. Сегодня я буду вязать. Вот такая вот у меня сегодня новая моделька придумала для вас. Такие веселые тапочки с барашкой, с овечкой. Не знаю, кто это у меня такой получился. Значит, связана полностью спицами. На размер они у меня вышли 36, 37. На 38 размер по длине немножечко увеличим. При широкой ноге по ширине также можно будет на пару петель увеличить. По ходу вязания я буду детали измерять в сантиметрах и по размерам также говорить. Значит, для вязания у меня пряжа в 100 граммах 240 метров. Это турецкий акрил у меня, картопу флора. Здесь разные марки, и Дора есть, и Тунч, турецкий весь акрил. Вы можете вязать любой пряжей. Я вам называю свой метраж. Значит, спицы у меня номер 2,5, 2 спицы. Потом здесь еще одна добавится. Все, цвета я взяла. Такой темно-желтый, хаки цвет, молочный и черный. Так, далее, теперь вязать. Вязать несложно. Значит, я начну вязание с мыса. Овечка у меня связана. Здесь разные техники. И лицевые петли, и узелки по лицевой стороне. По бокам у меня идет платочная вязка. В процессе вязания сейчас я буду отвязывать с вами мысок. Буду это все рассказывать. Остальное все полотно я провязала платочной вязкой, чтобы сильно не загружать тяжелыми узорами. Поэтому здесь уже можно вязать, конечно, любым узором. Я показываю так, как связала я. Вот так вот. Значит, перехожу к вязанию. Сняла с манекена, показать вам, как выглядит вот вживую. Вот такой вот следок. Давайте я вам сейчас сразу в готовом виде замеряю его в сантиметрах. От мыса и до пяты. Это платочная вязка, она очень хорошо растягивается. 21, полностью весь следок, 23 в нерастянутом виде. Растягивается, вот смотрите, до 25 полностью, даже больше хорошо тянется. Так, ну и отвязанные детали, мыс, подошву, потом уже, когда буду вязать, буду вам замерять в сантиметрах, что у меня здесь на изнаночной стороне. Вот так вот. Здесь, конечно, можно было вставлять отдельные нитки, но я сделала протяжку. Так, теперь что дальше? Я сейчас нарисовала вот схему, разрисовала. Давайте я вам расскажу по схеме, хотя, я так думаю, будет не очень понятно, и поэтому я сейчас весь вот этот вот мыс провяжу с вами победительно. Расскажу просто, как я буду вязать, чтобы имели представление об этом. Смотрите, вязание начинаю с мыска, набираю 13 петель по мысу, вот он полосатый мыс у нас, да, темным цветом я набрала. Далее в каждом лицевом ряду я делаю прибавки в начале и в конце ряда, расширяю. Темный цвет, белый, желтый, зеленый я вязала полосками. Вот у меня такая фантазия. Значит, расширю вот 27 петель у меня полностью, передняя часть 27 петель. Теперь, если размер маленький, 35, допустим, оставьте 25 петель. Далее расширила. Что я сделала здесь? 2 ряда провязала желтым платочной вязкой. 2 ряда вот. Далее перехожу к узору. Узор, как я уже сказала, у меня здесь разные техники. Значит, черный цвет идет. Вначале я здесь сделала обвитие петель, хотя это можно было просто лицевой гладью провязать. Барашка по краям у меня идут черные петли лицевые. Они по лицевой стороне лицевые, по изнаночной стороне они изнаночные. Средняя часть белый цвет. Значит, в лицевых рядах по лицевой стороне, то есть я делала узелки по изнаночной стороне, вот пустой ряд, это я там буду вязать по узору. Теперь уши, голова, это у меня лицевая гладь. Лицевые петли и по изнанке изнаночные петли. Теперь вот эти вот вопрос, что вот эти вот у меня за черточки такие, это, значит, петля, первая петля, вот она идет у меня возле от узора, сразу первая петля, я ее провязывала лицевой, потому что там идет переход цвета, чтобы не было страшненько, я ее провязывала лицевой петлей по лицевой стороне и по изнаночной стороне провязывала изнаночной, самую крайнюю петлю от узора. Боковые вот эти вот части я провязывала платочной вязкой.
лицевыми петлями и по лицевой стороне, и по изнаночной стороне. Значит, ну да, вот платочная вязка, это лицевые петли. В процессе вязания все покажу. Вот, несложно, просто немножко внимательности. Ну что, перехожу теперь к вязанию. Значит, по поводу схемы. Это я сама как вязала, так нарисовала вот это вот все. Я выставлю на канале в сообществе или записи, графа сразу в шапке профиля. Вот смотрите, там идет видео, спонсорство, записи. Я там выставляю фотографии и в карусели следом за ними схемы. Так, теперь перехожу к вязанию. Значит, сейчас спицы номер 2,5. Обычным способом я набираю 13 петель. Первый ряд набрала темным цветом. Перехожу на лицевую сторону и начинаем вязать. Так, набрали 13 петель. Вот, набрали. Теперь все петли, это первый ряд, провязываем лицевыми. Это у нас изнаночная сторона сейчас. Первую тоже провязываю. Провязываем до конца лицевыми. Кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Следующий ряд у меня будет контрастным белым цветом, поэтому я сейчас сразу в конце ряда подвяжу белый цвет. Я последнюю петлю сразу провязываю контрастным цветом, мне так удобнее. Теперь перешли на лицевую сторону, это у нас лицевая сторона, и по лицевой стороне в начале и в конце ряда я буду делать по одной прибавке, буду расширять мыс. Расширим, пока не будет 27 петель. Теперь вот этот узел надо сюда перебросить эту нить. Значит, первую кромочную снимаю, вторую провязываю, одну петлю добавляю. Далее вяжем лицевыми петлями до конца, не довязывая 2 петель, сделаем еще одну прибавку. Так, осталось 2 петли на спице, одну прибавила, перекрутила. Предпоследняя и последняя кромочная я провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону, первую петлю снимаем, все петли до конца провязываю лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Так, довязываем ряд до конца, следующий ряд опять меняем цвет. Довязала до конца, поменяла цвет. Теперь у меня желтый цвет, перехожу на лицевую сторону. Следующие 2 ряда провязываю опять контрастным цветом и делаю прибавку. Первую сняла, вторую провязала, одну прибавила. И так до конца ряда. Здесь хвостик перебрасываем, заплетаем его между петлями. Опять вот этот вот хвост вот сюда вот перекинуть, вверх-вниз. Все, довязываем ряд до конца. Значит, так я сейчас буду чередовать каждые 2 ряда, менять цвета. Расширю мысок. Будет у меня 27 петель, вам по схеме показала. К вам вернусь и перейдем к вязанию узора. Непосредственно саму барашку будем вывязывать. Осталось 2 петли. Опять сделали одну прибавку. Предпоследнюю провязали, кромочную провязали изнаночной. И ряд по изнаночной стороне, желтым цветом возвращаюсь обратно. Следующий ряд опять поднимаю нить зеленого цвета. Так, довязала. Теперь самую первую поднимаю, провязала сразу последнюю кромочную, развернулись на лицевую сторону, продолжаем все точно так же делать, как в предыдущих рядах. Значит, расширим мысок, встретимся, первая, вторая, одну прибавили, и далее все лицевыми петлями. Вяжите поплотнее, сильно петли не растягивайте. Расширила я мысок, на спице у меня 27 петель. Теперь я перехожу к узору. Значит, вначале забыла сказать, я сейчас основной этот вот желтый цвет размотала
на пару клубочков, потому что буду подвязывать разные нити, чтобы не делать большую протяжку. Также я черный цвет отмотала 2 длинных нитки вот по разным сторонам. Здесь одна будет черная, здесь вторая черная нитка. Вот так вот в конце ряда просто эти нити потом вытаскиваю, так проще. Значит, переходим к узору, вяжем. Теперь основной цвет, первый ряд узора, лицевая сторона. Провязываем 11 петель лицевыми. Я считаю вместе с кромочной. Так, сняла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее 2 петли черным подвязала, черный цвет. Как я уже говорила, можно провязывать просто лицевыми. Я сделала с обвитием петель, чтобы немножечко более такие вот выпуклые у него ножки получились. Так, 2 петли черным. Одну петлю обмотала один раз, опять нить вперед и провязала. Одна черным и вторую черным. Нить набросила, провязала, сняла, подтянула. Все, 2 петли черным готово. Нить завела за работу. Одну петлю провязываю лицевой основным цветом и опять 2 петли черным. Провязала, подтянула и вторую петлю точно так же обмотала, провязала, лицевой провязала, подтянула и за работу завела. Теперь осталось у нас 2, 4, 6, 8, 10, 11. Довязываем до конца ряда лицевыми петлями. Кромочную провязываю изнаночной. Так, это у нас первый ряд по лицевой стороне. Основным цветом довязываем до конца. Перешли на изнаночную сторону. Теперь по изнаночной стороне провязываем сейчас 10 петель лицевыми. Опять первая кромочная и 9 лицевые получаются. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И одна петля, об этом я говорила в начале, вот перед узором эту петлю я провязываю лицевой гладью, да. По лицевой стороне у нас будет идти как лицевая, а по изнаночной стороне я ее провязываю изнаночной. Это одна петля, которая самая первая к узору находится. Так я буду вязать на протяжении всего узора. Так, все, провязали. Всего получилось у нас опять 11 петель. Теперь 2 петли черным. Опять я вяжу, обматываю петли. Только теперь уже с изнаночной стороны. Нить перевела. Одну петлю обмотали. Провязала изнаночной. И вторую петлю обмотала. Обвела. Раз. И провязала также изнаночной. 2. Все. Одна петля основным цветом провязали изнаночной. И опять 2 петли у нас черным с обвитием петель. Нить за работу забросила, сняла, обмотала одну петлю, провязала и вторую. Провязали. Все. И оставшиеся петли
Первую провязываю изнаночной, которая близко к узору, и оставшиеся петли до конца ряда я провязываю лицевыми петлями. Это у меня будет идти платочная вязка по краям. Значит, это у нас второй ряд по изнаночной стороне. Довязываем до конца лицевыми. Все, кромочную провязываю изнаночной. Так, второй ряд закончили. Перешли на лицевую сторону, третий ряд. Третий ряд мы сейчас вяжем точно так же, как вязали первый. Кромочную сняли. 1, 2, 3, 4, 11 петель провязываем лицевыми. Провязали. Далее 2 петли черным. У меня обвитие петель. 2 петли черным обвиваю. Повтор первого ряда здесь у нас идет. Раз и два. Следующая петля. Одна лицевая основным желтым цветом у меня. Он даже не желтый, а такой вот горчичный. Провязали. Следующие 2 петли черным. Все то же самое проделываем. Обвили, провязали. Опять петлю обвили и провязали лицевой. Подтянула. Все, нить завела за работу. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми. И кромочную петлю провязываем изнаночной. Довязываем ряд до конца. Это у нас третий ряд по лицевой стороне. Перешли на изнаночную сторону, по изнанке четвертый ряд. Здесь нам понадобится белый цвет, подготовим. Значит, сейчас вместе с кромочной 8 петель. Первую сняла. Далее вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Петлю перед узором я провязываю изнаночной. Значит, кромочная. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала 8 петель лицевыми. 8 кромочная. 1 петля изнаночная. Теперь далее черный цвет. Черным цветом я провяжу 9 петель с обвитием петель. Так, теперь сейчас сразу подвяжу белый цвет, потому что я буду обвивать петли и провязывать их белым, а не черным. Далее у нас начнется барашка идти по лицевой стороне, и что первый ряд здесь желтый не просвечивал. Так, теперь обвиваю 9 петель. Так, первая. Обвили. Провязала белым. Вторую петлю обвела. Провязала белым. И так все 9 петель. 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и последняя 9. Обвили и провязали все 9 петель черным цветом. Это начало барашки по изнаночной стороне. Далее я вторую нить основного цвета подвязала.
Теперь первая петля у меня здесь изнаночная. Оставшиеся все петли до конца провязываю лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 кромочная у меня изнаночная. Все. Это был 4-й ряд по изнаночной стороне. Переходим на лицевую сторону. Следующий 5-й ряд. Вяжем 5-й ряд вместе с кромочной 8 петель. Первую сняла. 1, 2 лицевыми. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна петля черным цветом лицевая. Все, больше у меня обвития петель не будет. Края, вот этот вот контур черный, я провязываю по лицевой стороне лицевыми петлями, по изнаночной стороне изнаночными. И вот ухи его, уши и голова, это все у меня лицевая гладь дальше будет. Значит, черный цвет. Сейчас представляю комментарии. Да, ну его заморачиваться. Ну так классно ж получается, весело. Так, черный цвет нить здесь перебросила. Одну провязала лицевой. Далее одна петля белым. Далее идет у нас барашка. Здесь мы будем чередовать. Одна будет лицевая, один будет узелок. Одна петля будет лицевая, один узелок. Через одну буду вязать. Я на схеме это также отметила. Значит, следующая лицевая. Следующая у нас будет узелок. Для этого я спицу ввела между петлями. Вытаскиваю петлю. Ниточку вытащила. И из нее провязала 3. 1. Подтянула 2. 3. Опять ее на спицу. Провязываю. Подтянула. Вот такой вот узелок получается. Следующую петлю провязываю лицевой. Опять узелок. Вытащила петлю. 1, 2, 3. На спицу. Вместе провязала. Подтянула. Следующая у нас одна лицевая. Опять узелок, спицу ввела между двумя спицами, вытаскиваю одну ниточку, петельку и провязываю ее 3 раза. 1, 2, 3. И вот эту петлю вместе с петлей соединяем. Опять следующая лицевая. И опять узелок. 1, 2, 3, 4. Это 4-й узелок будет. В первом ряду у нас 4 узелка должно быть. По схеме это видно. 1, 2, 3. Соединили, подтянули. Одна лицевая. И черный цвет. Одна петля лицевая черным. Подвязываем черный цвет здесь. В конце вязания вот эти хвостики потом попрячем. Подтянули. Одна лицевая черным. Далее здесь нити перебрасываем. Берем основной цвет и оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми основным цветом. Значит, ниточки вот здесь перекрещиваем, перебрасываем, чтобы не было никаких дырок. Перетягиваем. Так, довязываем до конца. Это у нас что? 5-й ряд у нас. Смотрю, записываю, чтобы не ошибиться. Ну, а говорится, иногда могу.
Ну, вяжу вот все по порядку. Значит, 5-й ряд довязали, переходим на изнанку. Следующий 6-й ряд по изнаночной стороне. 6-й ряд вяжем по изнанке. Первую снимаем 1, далее лицевые петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, провязали. Теперь у нас узор, смотрите, по изнаночной стороне тоже сдвигается. Вот у нас сейчас 6-й ряд, он меняется, сдвигается узор. Значит, перед узором, как я уже говорила, 1 петля у нас провязывается лицевой и изнаночной. Так, 6 петель мы с вами провязали. Так, вначале я вот так вот медленно рассказываю, чтобы было понятно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь 1 петля изнаночная. Далее узор у нас сдвигается. 1 петля черным, изнаночная. Так, теперь 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11. 11 петель белым цветом изнаночными. Нити перекрестили. Вяжем плотно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 белым провязали, здесь подтянули. 1 петля черным, изнаночная. 1 петля желтым основным, изнаночная. И оставшиеся петли до конца ряда лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Скромочные вместе. Все, провязали. Развернулись. Ну вот, уже что-то понятно. Лицевая сторона, следующий у нас 7-й ряд будет. 7-й ряд вместе с кромочной провязываем 7 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель лицевыми основным желтым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 петля черным, лицевой. Далее опять у нас идут узелки. Первую петлю мы провязываем белым цветом лицевой. 1 петля белая лицевая. Далее узелок. Здесь получается в шахматном порядке мы их меняем. Вот между узелками, вот один здесь будет, через 1 петлю мы их вяжем. Первую провязала лицевой. Опять все то же самое проделываю, как в предыдущем ряду. Здесь уже в этом ряду у меня будет 5 узелков получается. Так, провязываем. Спицу ввела между петлями, 1 петлю вытащила, из нее вывязываю 3. 1, 2, 3. Вместе провязали, подтянули. Следующая петля лицевая, и опять проделываем все то же самое. Ввели спицу между петлями, еще раз провяжу, далее уже будем вязать самостоятельно. Петлю вытащили, из нее 3 петли. 1, 2, 3. Закрепили узелок, провязали вместе с петлей. Закрепили, подтянули его. Следующая петля у нас лицевая. И опять проделываем все то же самое. Спицу ввели и провязываем. Всего будет 5 узелков.
Так, провязали 1, 2, 3, 4, 5 узелков. Последняя петля у нас одна лицевая белым цветом. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по петлям, если посчитать. Значит, одна петля черным теперь. Одну черным провязали лицевой и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным желтым цветом лицевыми ниточки перебросили. Это у нас 7-й ряд по лицевой стороне. Довязываем лицевыми до конца. Кромочную провязываю изнаночной. Так, вот так вот у нас, да? Теперь изнаночная сторона, 8-й ряд. Так, что у нас здесь в 8-м ряду? Вяжем 8-й ряд по изнанке. Первую снимаем 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель провязали. Кромочная и 4 лицевых. Далее одна петля у нас перед узором идет изнаночная. Провязываем. Далее по схеме узор сдвигается. Одна петля черным, изнаночная. Далее провязываем белым цветом. Нити перебросили. Провязываем белым цветом. У нас должно быть 13 петель. Изнаночными вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, да? Угу. 11 с предыдущего ряда и 2 петли у нас добавилось, подтянули здесь. Далее повтор, все то же самое, что было в начале. Одна петля изнаночная черным цветом, одна основным желтым изнаночная, и оставшиеся петли до конца ряда 5 петель вместе с кромочной я провязываю лицевыми, и кромочная у меня изнаночная. Я вообще-то изнанку всегда показываю первую пару рядов. Все вяжется по узору, только вот черные вот эти вот петли контурные по краям, они меняются соответственно узору. Поэтому вот узор, в принципе, здесь небольшой, поэтому я в этот раз решила вам провязать. Кому сильно медленно объясняю, можете поставить скорость увеличить. Кому сильно быстро, можете сделать наоборот, скорость уменьшить. Так, далее, следующий ряд, лицевая сторона. 9-й ряд у нас получается, да? Угу, по лицевой, нечетные. Вместе с кромочной, сколько мы провязываем? 6 петель. Первую сняла. Далее лицевыми петлями вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Одна черная, лицевой провязываем. Одна черная лицевой. Теперь у нас идут опять узелки. В этот раз у нас выйдет 6 узелков. Все то же самое будем вязать сейчас, как в предыдущих рядах. Значит, опять в шахматном порядке первую лицевую провязали. Далее вяжем узелок. Через одну нить ввела, вытащила между петлями. Из одной петли вывязываем 3. 1, 2, 3. Так, один узелок сделали. Соединила его. Подтянула. Следующая петля лицевая. И опять повтор. Спицу ввели, нить вытащили. И делаем узелок. Вяжем их в шахматном порядке. В итоге в конце ряда у нас будет 6 узелков плюс 1 лицевая. Провязываем самостоятельно 6 узелков.
Так, провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 узелков. Теперь последняя петля у нас в конце ряда Барашкина, это лицевая белая, одна черная лицевой и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом лицевыми, точно так же, как было в начале ряда. Это у нас 9 ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кромочная. Теперь переходим на изнаночную сторону. Изнаночная сторона вяжется по узору. Давайте я сейчас... кто не знает, учитесь как-то вот по схеме разбираться. В жизни пригодится. Сейчас мы провязали лицевая сторона. У нас была 9. Теперь далее 10 ряд. Вяжем по узору. Смотрите, у нас все провязывается друг на другом. Черный цвет над черным. Здесь без изменений. Белый провязываем сейчас изнаночными петлями. Здесь все идет по узору. 10 ряд. Так, провяжем сейчас самостоятельно. Потому что если каждый ряд подробно вязать, это у меня часа 3 видео займет. Это очень долго получается. Поэтому вот стараюсь где-то подробнее, где-то более-менее основное. 10 ряд. Первую сняли. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 кромочная и 4 лицевых. Вяжем платочной вязкой. Теперь первая петля от узора у нас идет всегда изнаночная. Далее нити перебросили. Одна черная изнаночная. Все. Средняя часть, белый цвет, провязываем изнаночными петлями. И далее повтор, точно так же, как вязали в начале. Здесь подтянули, провязываем белыми изнаночными, плотненько, петли не вытягиваем. Довязываем 10 ряд до конца. Довязали изнаночную сторону. 10 ряд по изнанке закончили. Переходим на лицевую сторону. Следующий у нас 11 ряд. Вяжем 7 петель вместе с кромочной. Первую сняла лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна петля черным лицевой. Нить перебросили. Одна лицевой белым. Далее опять у нас идут узелки. Сейчас у нас будет 5 узелков. Все то же самое. Вывязываем 5 узелков. Спицу ввели между петлями. Вытащили петлю. Вывязываем первый. Следующая петля у нас лицевая. Значит, вывяжем 5 узелков. И последняя будет опять. Закончим ряд этот лицевой белый. 3 петли вывязали. Соединяем. Так, 5 узелков провязываем самостоятельно. Провязали 5 узелков. 1, 2, 3, 4, 5. Осталось здесь 2 белых петли. Одна петля лицевой белым, одна черным лицевой. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным желтым цветом. Ну или какой там у вас цвет будет. Так, провязываем все лицевыми. Это у нас 11 ряд. Довязали до конца. Кромочную провязала. Переходим на изнаночную сторону. Так что у нас здесь получается вот так вот. Изнанка. 12 ряд по изнаночной стороне. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель. Первую сняла. Теперь лицевые.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмая у нас изнаночная. 1 черным изнаночная. Далее 5 петель белым изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем. Одна петля изнаночная черная. Здесь можно подвязать в середине цвет, но я сделала протяжку. Свободно вот так оставляем. Одну черным изнаночными. И далее до конца ряда повтор. Точно так же, как мы вязали вот в начале. Довязываем 1, 2, 3, 4, 5. Так, здесь черным. Но уже протяну опять эту нить, чтобы одинаково было. Черным провязали. Теперь далее основной цвет, 1 петля изнаночная и оставшиеся петли до конца ряда довязываем лицевыми и кромочную провязываем изнаночной. Довязали изнаночный ряд, это у нас был 12 ряд до конца. Переходим на лицевую сторону. 13 ряд у нас по лицевой стороне. 7 петель основным цветом. Первую снимаю, 1, 2, лицевыми вяжем, 3, 4, 5, 6, 7. 1 черным. Нити перетянули, здесь перебросили. 1 черным. Теперь сейчас у нас будет 2 узелка всего лишь. Сразу вывязываю узелок. Я вяжу в шахматном порядке, поэтому здесь попал узелок вот на первую петлю. Так, 1 узелок вывязываем и через 1 петлю второй узелок вывязываем. 1, 2. Так, подтянули, вывязали. Следующая петля у нас лицевая. И еще 1 узелок провязываем. Так, провязали 2 узелка. Теперь далее 1 петля лицевая. Всего мы провязали 4 петли белым. Теперь средняя часть, 3 петли провязываем черным цветом лицевыми. Провязали. И вторая сторона точно так же повтор, как мы вязали вот на первой. Сразу у нас идет 1 лицевая. Что провязали лицевую, после нее вывязали 1 узелок, опять у нас идет 1 лицевая и опять 1 узелок вывязываем. Все, повтор с правой стороны делаем. После узелка вывязываем 1 петлю черным. Так, 1, 2, 3. 3 петли вывязала. Подтянули. Далее меняем. Здесь у меня нитка была. 1 петля черным. И далее оставшиеся петли до конца ряда провязываем лицевыми основным желтым цветом. Это у нас 13 ряд по лицевой стороне. Довязываем до конца. Перешли на изнаночную сторону. 14 ряд узора по изнанке. Значит, первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лицевые, 1 изнаночная основным цветом, далее 1 петля черная изнаночная.
3 петли белых изнаночных. Здесь отдельные нити можно подвязать, но я вот протяжек наделала. 3 изнаночных белым, 1, 2, 3. 3 петли черным изнаночными, 1, 2, 3. И опять повтор: 3 петли белых изнаночных, 1 черная и оставшиеся до конца ряда основным цветом. 1, 2, 3 белым провязали, 1 черным и оставшиеся петли до конца ряда довязываем основным цветом. Закончили по изнанке 14 ряд, перешли на лицевую сторону. 15 ряд узора, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вместе с кромочной 8 петель провязываем основным цветом. Карандаш упал. Первую снимаю, считаю вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. 1 черным лицевой, провязали. Теперь 1 узелок провязываем, вытащили петельку, из нее вывязываем 3. Так, вывязали узелок, подтянули. Теперь 1 петля лицевая белая, далее 5 петель черным цветом, 1, 2, 3. Здесь я белый цвет переброшу, 4, 5. Провязали. И далее повтор, точно так же, как мы вязали вот в начале. Все точно так же повторяем. 1 петля лицевая белая, 1 узелок, 1 черная, и до конца ряда мы довязываем основным цветом. Значит, заканчиваем сейчас 15 ряд, а повтор у нас идет все симметрично. 1 лицевую белую провязали, 1 узелок, 1 черный, желтым заканчиваем. Довязали 15 ряд лицевой до конца. Переходим на изнаночную сторону. Следующий ряд по изнанке 16 получается. Первую снимаем, 3 петли лицевые, 1, 2, 3, 1 петля изнаночная, перед узором 1 изнаночная у нас, далее 2 петли изнаночных черных, 2 петли желтым основным изнаночными, 1, 2, 1 петля черным изнаночная, 1 белым изнаночная, 5 петель черным изнаночными, 1 петля белым изнаночная, 1 петля черным изнаночная, 2 петли желтым, повтор вот, 2 петли желтыми изнаночными провязали и 2 петли черным, изнаночными провязали. Все, теперь заканчиваем основным цветом. 1 у нас изнаночная, далее 1, 2, 3 лицевых и кромочную провязали. Так, все, это у нас 16 ряд по изнанке. Развернулись, что тут у нас все совпало, все правильно, ничего не перепутала. Далее следующий ряд
17 ряд по лицевой стороне, 5 петель основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. 3 петли черным. Лицевыми провязали 3 черных. 1 петля желтая основным цветом, лицевой провязали. 1 черная, лицевая провязали. Так, далее, что у нас здесь осталось? 1 белая петля. Мы здесь сейчас сделаем последний узелок. Так вот. Последний узелок сделаем, и все. На этом с узелками будет покончено. 1, 2, 3. Подтянули. Теперь далее средние 5 петель провязываем черным цветом. Опять ниточки перебросили. Здесь вот нить эту можно так перебросить. Значит, провязываем 5 черным и повтор все, что мы вязали вот на вот этой вот стороне, на правой. 1, 2, 3, 4, 5 провязали. Теперь последний узелок белый сделали. Провязываем. Узелок провязали. После узелка 1 петля черным лицевая, 1 петля желтым лицевая, нити перебросили. 3 петли черным. И до конца ряда довязываем все основным цветом, все лицевыми и кромочно. Закончили 17 ряд по лицевой стороне, переходим на изнанку. 18 ряд по изнаночной стороне. Теперь 6 петель у нас вместе с кромочной. Основным цветом первую снимаю. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 изнаночная. Провязали 3 петли черным изнаночными. Одна основным цветом изнаночная. Далее 7 петель черным изнаночными. Все, белый цвет у нас закончился, его можно обрезать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Провязали. Одна изнаночная желтая и 3 черных. 1, 2, 3. Опять основной желтый цвет, 1 изнаночная, и оставшиеся до конца ряда довязываем лицевыми. Это у нас изнаночная сторона, 18 ряд. Осталось совсем чуть-чуть. Все, основную работу проделали. Перешли на лицевую сторону. Что у нас здесь получается? Вот такие роги у него, уши. 19 ряд по лицевой стороне. Так, теперь 19 ряд. Сейчас я сразу себя отмечаю, чтобы не запутаться. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петель вместе с кромочной провязываем лицевыми. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, далее вяжем черным цветом. Сколько мы провяжем сейчас?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 петель. 11 петель, ниточки перетянули здесь, провязываем черным цветом. 2, 4, 6, 8, 10, 11 черным провязали, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем основным цветом, лицевыми петлями. Это у нас какой? 19 ряд. Так, довязали до конца. Все, переходим на изнаночную сторону. Что у нас далее? 20 ряд, это предпоследний ряд узора. Так, 9 петель основным цветом вяжем. Первую снимаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 у нас изнаночная. Теперь следующие провязываем изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 петель черным цветом изнаночными вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И далее все то же самое, как мы вязали в начале, повтор. 1 петля изнаночная, оставшиеся петли провязываем лицевыми до конца ряда, довязываем все. Это у нас что? 20 ряд. Перешли на лицевую сторону, 21 ряд узора, значит первые 12 петель провязываем лицевыми. 2, 4, 6, 8, 10, 11 и 12. Средние 3 петли провязываем черным цветом. Это у нас последний ряд узора. 1, 2, 3. Провязали. И опять заканчиваем. Осталось 2, 4, 6, 8, 10, 12. Довязываем до конца ряда основным цветом и лицевыми петлями. Это у нас 21 ряд узора. Перешли на изнаночную сторону. 22 ряд узора, изнаночная сторона. Узор уже у нас закончился по лицевой стороне. Изнанку теперь провязываем по узору. 2, 4, 6, 8, 10, 12 петель я провязала основным цветом лицевыми. Средние 3 петли черных мы провязываем основным цветом изнаночными. И заканчиваем оставшиеся петли лицевыми. Все, на этом закончили. Теперь оставшиеся 3 ряда до конца я провяжу лицевыми петлями платочной вязкой. Так, довязали этот ряд до конца, закончили вязать узор. Сейчас закончим мысок, далее самостоятельно провяжем 2 ряда, 3 ряда, кому какая там длина нужна будет. Я довяжу до конца, замерю все в сантиметрах. Жарко так на улице, все, спицы теперь, нитки прилипают к спицам. Смотрите, все провязали. Далее вяжу. Вот она у меня закончилась. Это барашка. 1, 2, 3. Вот такие у меня 3 изнаночных дорожки будет. Сейчас я их провяжу, к вам вернусь. И дальше уже все очень просто. Все будет намного проще. Если вы довязали со мной до этого момента, то вы большие молодцы. Мастера. Вот так вот. Ну что, симпатичная, веселенькая такая, правда же? И несложно. Значит, заканчиваем высоту мыска. Я провяжу 3 ряда, к вам вернусь. 3 полных ряда. Закончила вязать мысок. Провязала 3 изнаночных вот еще дорожки. Значит, весь мыс, если посчитать, вот смотрите, 1, 2, 3 по этим изнаночным дорожкам у меня получилось, вот по краю я посчитала, 24 изнаночных вот таких вот дорожки у меня вышло. Сейчас сразу в сантиметрах замерю. Так, здесь выпукло. Давайте вот здесь вот в этой части замерю 8,5, да, вот чуть-чуть больше. Теперь по высоте, как бы вот так замерить, ну, по высоте 10, вот так вот,
начало мыска. 4. Теперь далее закрываю петли. Все, на этом закончилось. Если размер большой, 39-40, то можно высоту провязать еще пару рядов. Теперь закрываю петли, значит, первая петля на спице, следующую петлю я провязываю и предыдущую петлю набрасываю. Вот так вот я закрываю петли, более эластичный край получается, не стягивает тогда и лучше растягивается. Так, в конце я сразу подвязала зеленый темный цвет. Теперь последнюю петлю сейчас закрою темным цветом. Так, взяла крючок. Так, протяну сразу вот так вот темным, потому что будем набирать темным цветом. Теперь, что еще я хотела вам сказать? Ага, хвостики попрячем. По изнаночной стороне я уже здесь зачистила. Здесь хвостиков немного было. Значит, я прячу вот под петельками аккуратненько. Вниз, вверх. Чтобы на той стороне, естественно, не просвечивало. Так вот закрепим. Потом, куда еще здесь можно протянуть, например. Вот так вот. Далее эту нитку можно разъединить, завязать узелок и опять хвосты спрятать. Вот таким методом попрячем хвостики. Ничего не вылазит на лицевую сторону. Не знаю, писали, что у кого-то там хвостики проглядывают. Значит, не очень хорошо закрепили. Вот они. Вот нитка остается. Все. Теперь далее. Значит, сейчас что мы сделаем? Наберем по всему мысу петли и обвяжем его. Набирать я буду на спице номер 3, только обвязку я делаю спицами номер 3. Почему? Потому что здесь платочная вязка и край стягивает эта вязка, поэтому, чтобы было не сильно стянуто, я набираю спицами номер 3. Далее подошву все полотно и буду продолжать вязать спицами номер 2,5. Наберу петли, провяжу 1, 2, 3, 4 зубчика, 2 ряда, то есть зеленым, 1 белый зубчик, 2 ряда и опять зеленым высоту. У меня 4. Значит, по боковой стороне у меня будет 25 петель. Вот у нас последний ряд, закрытая петля, 24 зубчика в высоту. И последняя петля вот с последнего ряда закрытого. Так, крючком я набираю с помощью крючка. Вот сразу в первую, под первые дужки ввела. Кому удобно, можно делать спицы. Сразу вот этот хвостик можно вот так вот перебрасывать и заплести его между ниточками. Так, по одной набираем. Набрала по боковой стороне 25 петель. Теперь по мысу у меня было 13. Набираю 13. Вот отсчитайте 1, 2, 3, 4, 5. Тут получается в самый уголок нужно будет залезть, чтобы набрать петлю. Ой. Набираю здесь 13 и точно так же 25 я наберу на второй стороне. Обратный ряд я вернусь по изнаночной стороне, провяжу все лицевыми петлями. Вот 1, 2 и поехали. 3 набираем так до конца. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Вот здесь вот 13 будет у нас. И теперь вот смотрите, отсчитываем. Можно подушкам проверить, посчитать. 1, 2, 3, 25 отсчитала. Вот она попадает вот сюда. И набираем на этой стороне точно так же петли.
Заканчиваю набирать петли по боковой стороне. Последняя 25 петля. Вот у меня вот здесь вот. Все, набрала. Теперь далее я провязываю все лицевыми петлями. Как я уже говорила, в итоге у меня будет 4 изнаночных дорожки. Следующие 2 ряда белым и опять зеленым. Можете и желтым вставлять полоски, это уже по вашему желанию. Развернулись на изнаночную сторону. Первую снимаю, вяжу все набранные петли лицевыми. Провяжем высоту. Если размер маленький 35, то и 3 изнаночных дорожки можно оставить. Я вот примерила, у меня 4. Значит, так, провязываем лицевыми петлями и встретимся. Закончила я делать обвязку, боковая сторона, провязала. Все, далее переходим к подошве. Теперь, значит, я перешла на круговые спицы. Подошву я начну вязать на средних 11 петлях. И со следующего ряда я начну сразу ее расширять. По боковым сторонам буду добавлять по одной петле. Боковые петли до начала подошвы можно провязать. Можно нить обрезать и начать сразу с середины подошвы вязать. Это кому как удобно. Значит, всю подошву я буду вязать платочной вязкой лицевыми петлями до самой пятки. Пятку также. Значит, я провязала боковые петли. Теперь провязываю средние 11 петель. Давайте сразу вот отделим. Провязываю все до последней лицевыми. 1, 2, 3. Так, провязала 11. Разворачиваюсь на изнаночную сторону. Теперь провязываю опять 11 петель и одну петлю буду добавлять с боковой спицы по одной петельке. Первую сняла. 1, 2, 3, 4, 5. Развернулись на лицевую сторону. Все то же самое. Первую петлю снимаем. Оставшиеся петли до конца провязываю лицевыми и добавляю одну петлю с боковой спицы. Значит, так я буду вязать, расширять. У меня будет всего, начала я с 11 и расширю 21 петля у меня будет. Если размер 39, 23. По моему метражу я говорю. Смотря опять же, какая у вас плотность вязания. Если маленькие 35, оставьте 19 петель. Опять же, плотность пряжи, плотность вязания, спицы. Так, довязала до конца, одну петлю добавила, расширили, перешла на изнаночную сторону, все то же самое. Первую снимаю, оставшиеся петли провязываю лицевыми и одну добавляем. Так, вяжем, расширяем подошву. Закончили расширять подошву. Теперь далее вяжем. И кромочные крайние петли соединяем с петлями с боковой спицы. Значит, 21 петля у меня на спице. Последнюю петельку я провязываю с петлей с боковой спицы. 2 вместе по методу пятки. Соединяем 2 вместе, провязала лицевой. Развернулась на лицевую сторону. Теперь продолжаю вязать. Первую снимаю, опять все провязываю лицевыми до конца и последнюю кромочную соединяем, довязываем до конца все лицевыми. Так, довязала до последней петли, последнюю петлю, это лицевая сторона у нас, соединяю 2 петли вместе, изнаночная, да, как я здесь вязала, ага, изнаночная соединяла. Изнаночная провязала, подтянула, все, развернулись. Теперь опять по изнаночной стороне первую снимаем, все петли провязываем лицевыми и последние 2 петли, одна с подошвы, одна с боковой спицы, соединяем, провязывая вместе. Так будем вязать, соединим все петли до конца. Закончим вязать вот эту вот подошву, я к вам вернусь и потом перейдем, наберем петли, будем вязать полотно, вяжем. Соединили все петли подошвы. Пришла я вот в начало ряда. Здесь у меня осталась одна петля. Теперь, что я буду дальше делать? Смотрите, с каждой стороны, по боковым сторонам я наберу по 14 петель.
И всего у меня будет 49. Значит, 49, у меня 36, 37, на 38 на 2 петли больше, на 39 еще, на 39, 40 еще на пару петель больше. Так, теперь что сделаем? Значит, начало вот здесь вот у меня, начало, набор петель вот с середины у меня будет. Я отсчитала сразу 14 петель. Так, сунули. Ниточку протягиваю свободненько. И сейчас, когда буду набирать, буду подхватывать эту нитку, подвязывать сразу. Под дужку ввела крючок, одну нитку снизу, одну петлю, то есть снизу вытянула, одну сверху. Получается, что перекрыла. Так, переношу на спицу сразу. Так, набираем так по одной. Одну снизу, одну сверху. Набрали боковую сторону 14 петель. Теперь петли подошвы я провязываю лицевыми все. Последнюю петлю закрою, до конца провязываю лицевыми. И точно так же наберу петли на второй половине. Провязываем. Так, довязываю до конца. Последняя здесь у меня не закрытая петля осталась. Соединила я. Все, теперь набираю 14. Смотрите, вот боковая часть у меня была 4 петли. И по мысу 10. Точно так же набираю здесь 4 и здесь 10. 1, 2, 3 и вот четвертая. Один, два, три, четыре. Так, набираем петли по левой стороне. Набрали петли. Все, разворачиваемся. Теперь все вяжу до самой пятки лицевыми петлями, все ряды. Первую кромочную снимаю, оставшиеся все петли провязываем лицевыми. Здесь подтянули. Вяжем сейчас длину до пятки. У меня в длину будет сейчас, посчитаю. Все, довязываю ряд до конца лицевыми. Кромочную провязываю изнаночной. Так, провязываем. Так, довязали. Все, продолжаем далее. Перешли на лицевую сторону. Все то же самое. Первую петлю снимаем, продолжаем, вяжем лицевыми петлями. Три спицы, неудобно развернуться. Вот так вот. Теперь смотрите, я провяжу зеленым цветом. Сколько я провязала? 16 вот таких изнаночных дорожек. Далее перешла, полосками буду вязать, чередовать 2 ряда белым, 2 ряда желтым, 2 ряда зеленым. Всего высоту до пятки у меня 21 изнаночная дорожка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Все. Значит, 21 на размер 38 на пару рядов больше, на 39 еще на пару рядов больше, на 39 будет где-то 24, 24, 25, 39, 40, если вяжете. Довяжем сейчас длину до пятки, к вам вернусь, закроем пятку, сделаем обвязку. Все, проще простого дальше. Вяжем длину до пятой. Провязали длину до пятки, закончили. Значит, я считала по дорожкам 21 у меня изнаночная дорожка. Оказалось, что я один ряд не досчитала зеленый. 22 я провязала. Значит, что дальше? В длину боковая часть до пятки у меня
Сколько здесь в спокойном состоянии? 9 сантиметров. Без обвязки 8. Теперь что мы дальше делаем? Переходим к подошве. Подошву я начну вязать на средних 11 петлях. Ниточки я перевела на середину. Теперь продолжаю также вязать полосками подошву. Если размер 38-39 и выше, 13 петель возьмите на подошву. Так, на каком месте остановились, на какой полоске, допустим, у меня далее будет идти белая полоска. И вот нити перебросила, продолжаю вязать. Точно так же, как я вязала вот здесь подошву, тем же самым методом, только боковые петли я теперь буду соединять лицевыми. 1, 2, 3, 4. Провязываю 11 петель. Довязала до 11 петли. 2, 4, 6, 8, 10. Вот она 11. И петля с боковой спицы, 2 вместе я провязываю лицевой петлей. Теперь перешла на изнаночную сторону, провязываю все лицевыми и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе буду провязывать изнаночной петлей. Последняя петля и петля с боковой спицы, 2 вместе соединила. Все. Теперь далее какой у меня там цвет? Желтый должен идти. Поднимаю желтый цвет, перехожу на лицевую сторону, ниточки подтягиваю, перекрестила здесь. Сейчас мы зеленую еще перебросим. Все, первую снимаю, продолжаю, опять все вяжу лицевыми и последнюю петлю соединяю, 2 вместе провязываю лицевой. Значит, так я буду вязать до последней петли. Соединим все петли с боковой спицы. И на этом будет все. И еще в конце ряда кверху по одной, по 2 петли можно вот здесь убавить для лучшей посадки на ножку, чтобы не было широко. Ну да, опять же, смотря какой у вас размер. Если количество петель, длина небольшая, то этого можно не делать, если маленький размер. Так, сейчас вяжем пятку, соединяем все петли, заканчиваем. Закончили вязать пятку, закрыли последний ряд петли обычным способом, обрезали нити, все. Оставила я 2 цвета, белый и зеленый. Теперь белым цветом на 5 спиц, на 4 спицы набираю, 5 буду вязать. По всему верху я наберу петли, всего у меня будет 58 петель. Высоту провяжу 12 рядов лицевой гладью. Первый ряд провяжу белым цветом изнаночными. Значит, первая на спице, под 2 дужками ввела крючок или же спицей, кому как удобно. Набираем петельки по всему верху и один ряд провяжем изнаночными. Далее по кругу будем вязать темным цветом лицевыми. Так, набираем петли. После того, как набрали петли, первый ряд провязали белым цветом изнаночными. Далее я провязала 13 рядов по кругу лицевыми петлями. Можно провязать одним цветом или же внутреннюю часть провязать вот контрастным белым цветом. Высоту у меня 3,5 сантиметра. Теперь выворачиваю это все дело на изнаночную сторону и подвяжем к слитку. Все, и на этом будет работа закончена. Основной пряжи вот зеленой у меня осталось, ну, где-то полмоточка, чуть меньше. Так, теперь вывернули, развернули это все, перегнули аккуратненько, разровняли, чтобы нигде ничего не перетянуло. И далее петля в петлю будем соединять. Я вот так соединяю, одну петельку снимаю со спицы, теперь подхватываю петлю, самую первую петлю, вот мы набирали белым цветом петли, вот они проходят у нас первый ряд, вот она первая петля, подхватила, здесь подтянули и
протянула, соединила. Все, опять одну снимаю. Следующую подхватываю и подвязываю. Сильно туго не затягивайте вот эту вот петлю. Нормально, свободно. Ну, чтобы она волнистая, конечно, не была, эта строчка. Подхватили и подвязали. Так по одной присоединим весь верх, спрячем хвостики, подвяжем все это. И на этом сегодня у меня будет все. Еще раз подхватили, подвязали. Все по одной соединяем. Вот так вот это будет выглядеть. Все, девочки, я с вами на этом буду прощаться. Всем спасибо за просмотры, за лайки, комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.